Сегодня группа BTS ассоциируется исключительно с абсолютным успехом, мировым доминированием в музыкальных чартах, стадионными турами по всему миру и выступлениями на трибуне Организации Объединенных Наций. Их имена знают миллионы, а влияние на современную поп-культуру невозможно переоценить. Однако за этим ослепительным блеском скрывается история, полная боли, жесткого непринятия, публичных унижений и откровенного презрения, с которыми парням приходилось сталкиваться на протяжении многих лет. В начале своего пути они были аутсайдерами, выходцами из крошечного, обремененного долгами агентства Big Hit Entertainment, у которого не было ни денег, ни связей, ни авторитета в жестокой индустрии кей-попа. В те годы крупные телекомпании и успешные артисты смотрели на BTS сверху вниз, считая их лишь временным недоразумением, которое скоро исчезнет со сцены. Одним из первых и самых болезненных ударов по самолюбию молодых артистов стал инцидент, произошедший в конце 2012 года, когда Ким Намджун и Мин Юнги, известные как RM и Suga, пришли на открытое хип-хоп мероприятие. На тот момент они только дебютировали и искренне хотели показать свою любовь к андерграундной культуре, из которой сами вышли. Вместо профессионального диалога они столкнулись с открытой агрессией со стороны рэпера Be Free. Прямо перед полным залом и направленными камерами он начал открыто высмеивать парней за то, что они выбрали путь айдолов. Он издевался над их внешним видом, макияжем, сценическими костюмами и хореографией, заявляя, что настоящие мужчины и рэперы так себя не ведут. Намджун и Юнги сидели перед ним, сжав кулаки, и пытались спокойно объяснить, что айдол-индустрия дает им возможность доносить свою музыку до более широкой аудитории, но их слова просто тонули в издевках и смехе ведущих. Это было жестокое, преднамеренное, публичное унижение подростков, которые не имели права ответить грубостью из-за строжайших контрактов и корейского этикета. Этот вечер оставил глубокий шрам в их душах, и позже они не раз упоминали эту боль в своих сольных треках. 예, 맞아요. BTS 단은 있어야 되잖아요. 방탄소년단. 방탄소년단이 무대에 올라갔을 때 네. 뭐 이제 분장을 한다든가 맞아요. 또 메이크업을 하는 거에 대한 네. 어떤 힙합과 충돌되는 부분이 아니 있을 것 같은데. 분장 그런 게 아니라 여자. Wow, shut the front door. Come on. 아 그래요? 여자같이 입고 다니는 게 По мере роста локальной популярности BTS ситуация не улучшалась, а лишь масштабировалась. Корейское телевидение долгое время отказывалось признавать их заслуги. Поскольку они не принадлежали к большой тройке влиятельных агентств, крупные телеканалы относились к ним как к расходному материалу. Во время съемок музыкальных шоу выступления BTS регулярно и без всяких объяснений урезали. Парни могли сутками без сна репетировать сложнейшие танцевальные элементы, разбивая колени в кровь, но во время прямой трансляции операторы вместо их хореографии показывали потолок студии, спины зрителей или декорации. Самым вопиющим проявлением неуважения стало одно из предновогодних шоу, где организаторы буквально вырезали выступление BTS из финальной телевизионной версии, оставив парней плакать за кулисами от обиды и бессилия, ведь их семьи и фанаты так и не увидели результат их колоссального труда. Внутренняя корейская индустрия развлечений часто использовала участников группы ради сомнительных рейтингов, не заботясь об их чувствах. Навсегда в памяти фандома останется трагичный инцидент на развлекательном шоу Flower Crew, куда в качестве гостя пригласили самого младшего участника Чон Чонгука. Ему тогда было совсем мало лет, он был застенчивым и очень старался понравиться старшим коллегам. Чтобы проявить уважение и заботу, Чонгук на собственные деньги купил огромные свежие бургеры и напитки для всей съемочной группы и ведущих. Однако вместо благодарности известный комик Джо Сэхо прилюдно перед работающими камерами брезгливо осмотрел коробку, после чего швырнул бургеры обратно Чонгуку.
Весь этот кошмар транслировался в прямом эфире. Зрители видели, как мгновенно погасла улыбка на лице Чонгука, как он растерянно стоял и тихо, едва сдерживая слезы, повторял, что бургеры действительно свежие и вкусные. 일단 앉으시고요. 그래서 준비도 자리가 있어요. 나란히 앉아. 사실 야 정구가 왜냐면 우리는 얘네를 위해서 햄버거 사오느라고 와, 나 그래서 늦은 건데 햄버거 사오고 콜라랑 얘네는 우리 사이다도 욕을 했을 사오고 거야. 이거 보시고 인정해 주셔야 돼요. 맞잖아요. 콜라랑 사이다 다 못 사오고 먹었을까봐 햄버거, 민석이 베이컨. 때문에. 여러분 방송을 당신들이 생각을 한다면 정국이 저기다 앉혀놓고 당신들 3명만 나와가지고 이 방송이 정규가 되겠습니까? 네? 먹고 아니, 저는 받지 않겠습니다. 왜? 오케이. 고마. 왜 안 받는 거지? 얘는 뭔가 야. 있다 또. 야 햄버거 맛있어. 한번 보기만 해도 돼요. 야 기가 막혀. 이게 베이컨 치즈 얼티밋 버거가 있다만 해요. 그지? 이렇게 버거가 있다만 해요. 형 저게 뭐가? 거짓말 하고 느낌이 딱 먹다 남긴 느낌인데 아니 새 거예요. 에이. 진짜 새 거예요. 야, 일단 앉을까요, 다? 됐어. 너는 그래서 안 되는 거야. 와. 자 그래서 안 받았어. 이 꽃길이 무슨 길이냐? 자 이상한 얘기. 이 꽃길이 무슨 길이냐? 너 그 올드한 방송하고 그러면 안 돼. 우리가 가야 될 길이 플라워 스트리트다. 이렇게 하면 돼. 참. 야, 플라워. 또 친하네. 정국 씨도 제가 그때 살짝 그때 뵀을 때하고 지금하고 느낌 약간 좀 차이가 있어요. 더 멋져진 것 같아요, 진짜. 이게 좋게 표현하면 멋있어졌다고 또 나쁘게 표현하면 늙었다. Другие участники шоу поддержали этот буллинг и отказались прикасаться к еде, заставив парня чувствовать себя абсолютно лишним и униженным на глазах у миллионов людей. Когда BTS начали ломать барьеры и прорываться на западный музыкальный рынок, они столкнулись с новой, еще более уродливой формой неприятия, международной ксенофобией и расизмом. You guys should do a track with Rice Gum. You know the rapper, the Asian rapper? Have you ever heard of Rice Gum? Западные медиа, привыкшие к определенным стандартам в индустрии, долгое время отказывались видеть в корейских артистах серьезных музыкантов. Их приглашали на популярные утренние шоу и ковровые дорожки престижных премий исключительно ради колоссальных просмотров, которые обеспечивали их преданные фанаты. При этом ведущие часто вели себя непрофессионально и высокомерно. Они задавали BTS поверхностные, глупые и даже оскорбительные вопросы, путали их имена, открыто высмеивали их корейский акцент и не давали полноценно высказаться, переводя все в шутку. Особенно сильно это проявилось в период пандемии, когда границы человеческого уважения были стерты окончательно. Немецкий радиоведущий Матиас Матушек в эфире крупной радиостанции позволил себе сравнить группу BTS с опасным штаммом вируса, заявив, что против них нужно срочно разработать вакцину, и все это только потому, что ему не понравился их кавер на легендарную песню группы Coldplay. Чуть позже американские и европейские телеканалы во время репортажей о музыкальных премиях монтировали кадры с улыбающимися участниками BTS, накладывая на видеоряд кашель или графические изображения бактерий, транслируя на весь мир грязные стереотипы и разжигая ненависть к азиатским артистам. Ein Scheiß-Virus, ja? Was? Wogegen es hoffentlich bald ebenfalls eine Impfung gibt. Nichts gegen Südkorea. Man kann mir jetzt nicht Fremdenfeindlichkeit unterstellen, nur weil diese Boyband aus Südkorea rules, also Südkorea. Aber BTS zum Beispiel. Und BTS, ja, die haben jetzt tatsächlich eine MTV Unplugged. Bei einer Boyband Unplugged. Allein das ist ja schon paradox, ja. Diese kleinen Pisser. Was? Auch noch damit an, dass sie von Coldplay Fix You gecovert haben, wo ich sage, das ist Gotteslästerung. Und das sage ich als Atheist. Das ist Frevel. Dafür werdet ihr in Nordkorea Urlaub machen die nächsten 20 Jahre. На австралийском телевидении в эфире популярного шоу ведущие открыто смеялись над тем, что группа возглавила американский чарт Billboard, заявляя, что у них в коллективе, скорее всего, поет только один человек, а остальные просто танцуют, и вообще их популярность — это коллективное безумие сумасшедших фанаток.
Каждый из этих моментов мог бы легко сломать любую другую группу, заставив артистов опустить руки, разорвать контракты и уйти в тень. Но уникальность BTS заключается в том, как именно они реагировали на этот непрекращающийся поток токсичности и несправедливости. I hate the BTS. I hate the BTS. I want to hear that shit. I don't want to see the dance moves. I don't want to see you come down from the sky in a little umbrella. I don't want to see your poor fucking your poor Kobe's come from the audience and then link up like Voltron to do all of 98 degrees. Hey, but if it was me, I'd rather just follow with my friends in some cafe or just forget about it. But rather than thinking about it or some angry, I want to love it. Они никогда не опускались до публичных скандалов, симметричных оскорблений или судебных разборок ради хайпа. Вместо этого они трансформировали свою боль, злость и обиду в чистую творческую энергию. Они закрывались в студиях и писали культовые альбомы, в которых открыто говорили о своих шрамах. Их музыка стала главным оружием против критиков. Своим феноменальным трудолюбием, искренностью и уважением к людям они доказали, что заслуживают находиться на самом верху. Сегодня имена тех, кто швырял в них бургеры, вырезал из эфиров и сравнивал с вирусами, либо забыты, либо ассоциируются исключительно с позором. В то же время BTS продолжают собирать стадионы по всему миру, доказывая, что истинный талант и человеческое достоинство всегда побеждают любое публичное признание, основанное на ненависти.